Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку новых строк из Google таблиц в Task Manager PlanFix. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые строки из Google таблиц в другие системы. Например, вы сможете добавлять новые задачи в PlanFix, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. На этом этапе вам необходимо выбрать действие. Выбираем «Загрузить строки новые». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Google Sheets к системе Apex Drive. В этом окне нужно указать логин и пароль личного кабинета Google. Далее необходимо обязательно предоставить все разрешения Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Google. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать файл и лист, из которых будут передаваться новые строки. В поле «Начать загрузку данных со строки «Номер» вам необходимо указать номер строки, с которой вы хотите начать загрузку данных. Например, если у вас в таблице находится 1000 строк и вы не хотите все эти строки передавать, вам необходимо в этом поле указать цифру 999 для того, чтобы начать загрузку с последней из них. В данном случае у меня в таблице находится 2 строки, поэтому в этом поле я укажу двойку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные, которые находятся в выбранной строке. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Google Sheets успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем PlanFix. Далее необходимо указать действие «Создать задачу». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт PlanFix к сервису Apex Drive. Для начала вам необходимо указать аккаунт. Для того, чтобы это сделать, перейдем в личный кабинет PlanFix. Имя аккаунта вы можете скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Адрес для API запросов, ключ API и токен авторизации мы также возьмем в личном кабинете PlanFix. Для этого необходимо перейти в раздел управления аккаунтом. Далее переходим в пункт «Доступ к API». Нам необходимо XML API. Вам необходимо скопировать адрес для API запросов и API Key и вставить их в соответствующие поля в системе Apex Drive. Если у вас еще не создан токен авторизации, вы можете это сделать, кликнув по соответствующей кнопке. Я же буду использовать уже созданный токен авторизации. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля PlanFix, которые необходимо заполнить для создания новой задачи. В эти поля вы можете назначать переменные из Google таблиц. Для того, чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете использовать не только переменные из выпадающего списка, но и прописывать значения вручную.
Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться в план Fix в виде новых задач при каждой новой строке из Google таблиц. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в план Fix». После успешной отправки переходим в план Fix и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка план Fix в качестве приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!